Киберспортивная команда Team Spirit выиграла The International – чемпионат мира по доте. Российско-украинский коллектив поднимает Аегис, приз за победу на турнире, во второй раз. И уже готовится поднимать в третий. Наш мир разделен государственными границами, но в интернете в целом и в киберспорте в частности границ всегда было меньше. Поговорим сегодня о том, как благодаря взаимовыгодному международному сотрудничеству целая индустрия прошла путь от нишевости до широкого признания, а Team Spirit из аутсайдеров выросли в абсолютных доминантов. Перед тем, как начнем, небольшое объявление. Нам нужен дизайнер или арт-директор для моего проекта с живыми выступлениями. Нам нужно сделать афиши и вообще стиль всей этой истории, а пока внутренними ресурсами у нас что-то ничего не получается. Если вы такое умеете, заполняйте анкету по ссылке в описании, пожалуйста. Ну и приходите на выступление. Скоро Лимассол, Амстердам, потом еще Париж, Рига и многие другие города. Начнем с контекста. Первое, что нужно понимать про киберспорт, что он довольно токсичен. Если тебя в доте еще не оскорбили, значит, ты доту пока не запускал. Однако именно киберспорт стал тем местом, где жители постсоветских стран существовали вместе и дружно. В паспорт и в разрез глаз в киберспорте не смотрят. И Team Spirit – лучшая тому иллюстрация. Украинцы, русские и дагестанец прекрасно себя чувствуют с татарским тренером, а прикрывает их в этом тувинец с канадско-японским ником. Чтобы понять, как внутри не самой дружелюбной среды может существовать настолько слаженная и одновременно разношерстная команда, нужно разобраться, а в чем, собственно, суть доты. Играют две команды по 5 игроков, каждая из которых разными путями развивает своего персонажа, чтобы в итоге уничтожить базу команды соперников. У каждого игрока своя роль. Есть кэрри, нападающий, мидер, игрок центра, оффлейнер, щит команды, а 4-я и 5-я позиции нужны для поддержки. При этом в доте есть десятки героев, за которых ты можешь играть. И есть тысячи тактик их применения. Один персонаж силен против другого, а третий удачно использует слабые места 4-го. Бесконечный камень-ножницы-бумага. Простор для смекалки и хитрого переигрывания оппонента позволяет играть тысячи каток, одна не похожа на другую. Да, это очень упрощенное описание, и игроки вряд ли будут им довольны, но для общего понимания хватит. Сам я играю в другие игры, для ролика у нас был хорошо знакомый с делом консультант. Одного из игроков Team Spirit зовут Илья Мулярчук. Он играет под ником Яторо. Яторо – лучший кэрри в мире, а возможно и в истории. А еще он родился в Буче, в городе, где, согласно официальной российской позиции, весной 22 года ничего не произошло. Настолько ничего, что название этого города лучше по российским законам лишний раз не упоминать. Меня вот за неправильное упоминание осудили на 8 лет тюрьмы. Через 2 месяца после российского вторжения Яторо посетил свою квартиру в Буче. Все внутри было разгромлено, телевизор разбит, шкафы вывернуты и даже зачем-то испорчена картина. Как же вышло, что, пережив такой опыт, команда не развалилась, не погрязла в политических скандалах, но стала сильнее и уверенно вернулась на Олимп, не оставив соперникам и шанса на победу. Сейчас поговорим об этом. А пока короткая реклама. Спасибо, что смотрите. Удаленных профессий, на зарплату с которых можно жить, не так уж и много. Но одним IT все не ограничивается. Как насчет того, чтобы стать дизайнером? Не тем, на которого долго и сложно учиться, а узкоспециализированным, но востребованным практически в любом бизнесе. Присмотритесь к профессии дизайнера презентаций. Это человек, который делает на заказ убедительные и, что самое главное, не скучные слайды. Например, вот такие. Хорошая презентация помогает заказчику произвести впечатление на клиента или инвестора. А значит, заказчики готовы платить за слайды неплохие деньги. Средняя цена 1500 рублей за один слайд. Сделайте 5 заказов по 30 слайдов и получаете 200 тысяч рублей. За месяц вполне реально. На международном рынке ценник повыше. Дизайнер презентации со знанием английского в среднем зарабатывает от 2000 рублей в час. Если вы хотите начать зарабатывать на красивых слайдах, обратите внимание на Академию презентации Бонни и Слайд. На курсе «Стань дизайнером презентации» вы сможете освоить новую профессию всего за 4 месяца. Вы сразу научитесь разрабатывать дизайн с нуля. Каждое выполненное вами задание проверят кураторы и дадут обратную связь. Первых клиентов вам найдет сама Академия. В Бонни и Слайд ежедневно поступают заявки на создание презентаций, и заказы охотно отдают выпускникам.
Академия обучила уже 50 тысяч учеников. Переходите по ссылке в описании и меняйте свою жизнь к лучшему. По промокоду КАЦ в честь Черной пятницы до конца ноября действует скидка в 40% на тариф продвинутый. Если будете вовремя сдавать все домашние задания, будет стипендия 65 тысяч. Это 50% от стоимости курса. Также у Бонни и Слайд есть обучение в корпоративном формате. Подробности там же, по ссылке в описании. Продолжаем. Взлет популярности Доты в России пришелся на триумф легендарной украинской команды Na'Vi, которая международным составом взяла первый The International. И сделала это под русскоязычные репортажи украинца Виталия Волочая, он же Вилат, который так бодро, мемно и быстро комментировал происходящий на экране сумбур, что тут же стал одним из самых обсуждаемых, восхваляемых и захейченных людей в Доте. Тогда за Na'Vi в России болели все, Вилата слушали все. Примерно так отсутствие политического разделения в киберспортивном СНГ стало чем-то само собой разумеющимся. Тех, кто пытался внести разлад, просто игнорировали, относились как к залетным гостям. Не душни нам политикой, просто пости мемы с логотипом нашей команды и пиши в чате про радующийся Таганрог. Со временем киберспорт стал уникальной сферой, где до сих пор существует общее пространство СНГ. Это обстоятельство очень помогло развитию киберспорта в странах, которые раньше были республиками СССР. Индустрия стала развиваться, обрастать зрителями, проектами и бюджетами. Если 10 лет назад комментаторы Доты неловко натягивали папины пиджаки, пытаясь выглядеть солидно в солидной студии, то теперь уровень продакшена и подачи качественно вырос. Постепенно создалась целая система из аналитиков, менеджеров и сотрудников игровых издательств. Система стала подпитывать кадрами сама себя. С каждым годом этот организм работал все лучше. Многие прогрессивные фишки до сих пор сначала обкатываются в киберспорте и только потом переходят в другие индустрии. Мировому спорту есть чему поучиться у кибербрата в плане показа и медийности. Кибериндустрия на постсоветском пространстве системно прогрессировала в каждом аспекте. Даже этническая принадлежность в русскоязычной доте стала со временем использоваться скорее не для оскорблений, а для добродушных мемов. Как же не пошутить про дагестанское такси, когда игрок-мага на персонаже маги увозит оппонента куда-то за экран? Как не пошутить про тувинского гения Кадзиму, когда команда взяла турнир из-за его стратегических советов в решающий момент? У россиян и украинцев получилось создать суперкреативное комьюнити со своей культурой и внутренней мифологией. Пусть сторонний человек не распознает ни слова в их беседах, главное, что они отлично понимают друг друга. Киберспорт очень выиграл от международных связей именно в тот момент, когда российское государство снова решило разделить людей границами, воспринимая соседей не как партнеров, а как вассалов или противников. Впрочем, российское государство всегда воспринимало международные отношения строго как игру с нулевой суммой. Нам пытались внушить, что сотрудничество, союзы и партнерство не имеют значения. Что если соседу хорошо, значит нам автоматически плохо. А если соседу плохо, то это лишь возможность использовать его слабость и нанести удар в момент уязвимости. В военные времена можно интуитивно предположить, что игра с нулевой суммой – это нормально, но нет. Развитые страны давно отошли от этой стратегии и ведут взаимовыгодное сотрудничество. Зачем добивать лежачего и подставлять подножки, когда кооперация может быть куда выгоднее? Даже жестко конкурирующие американская и китайская экономики совокупно сильнее, когда работают как составные части глобального мирового рынка. Любая сделка будет прочнее, если от нее будут выигрывать обе стороны. Попытка же отнять что-то у других может принести тебе копейку сегодня, да и то не факт, можно и по морде получить. А вот вложения в человеческий капитал обязательно принесут тебе рубль завтра. А теперь давайте поразмышляем вот о чем. Допустим, индустрия киберспорта грамотно использовала плюсы широкого интернета, где все сообща работают над одним делом. Но что бы мы, как страна, получили от менее изоляционистской стратегии, от более адекватной? Для чего другим крупным проектам был бы полезен мир без ограничений и контроля силовиков? А вот что. ВКонтакте, например, могла бы стать главной европейской соцсетью, не влезть туда товарищи майоры со своими порядками. Ведь по удобству и функционалу проект Дурова не уступал Фейсбуку, а превосходил его во многом.
Тот же Яндекс даже сейчас остается в числе лучших европейских IT-компаний, а без государственного тренда на изоляционизм и, опять же, без контроля от товарища майора, мог бы своей экосистемой покрыть половину Восточной Европы. И покрывал. Культурное влияние таких гигантов сработало бы лучше любой дипломатии. И уж, конечно, лучше завоевательной войны. Что и приводит нас к ответу на вопрос, почему Team Spirit не развалилась после 24 февраля. Ведь поводов было достаточно. Дело в том, что украинцы Мирослав и Илья работают с российскими гражданами Денисом, Ярославом, Магомедом и Айратом, потому что для них они вовсе не граждане России, а Денис, Ярослав, Магомед и Айрат. Для Яторо и Миры это друзья Ларл, Мипошка, Коллапс и Спирит, которые их всегда поддержат, которым они доверяют, с которыми они вместе прошли огонь, воду и призовые $25 миллионов. По структуре киберспортивные команды больше похожи на спортивные клубы, чем на сборные, а потому слабее зависят от национальных федераций. Федерации в киберспорте не организуют крупные турниры, как футбольные FIFA и UEFA, и потому имеют меньше влияния на игроков. Только недавно Международная федерация киберспорта вернула российским командам возможность выступать под своим флагом, а Украинская федерация, наоборот, внесла Team Spirit в черный список игроков. Вот только от этих, казалось бы, важных событий не изменилось примерно ничего. Тот же чемпионат мира по доте проводит не местная официальная организация, а издатель Valve, который все эти разрешения и запреты может игнорировать в частном порядке. Государства регулярно пытались влезть в киберспорт и разделять людей, но влезалка у них пока не выросла. Политическая граница всегда была очень тонка, но в киберспорте получалось ее грамотно не переступать. После победы в 2021 году команда намеренно не отвечала российским журналистам на вопросы по теме Украины, а официальное поздравление Путина просто проигнорировала. При этом игроки охотно шли на шоу к Урганту, где радовали широкую публику рассказами про варды, энчу, террор Блейда и ульту Кэрри в кулдауне. Киберспортивное сообщество на территории республик бывшего СССР десятилетиями держалось без национального разделения. Но 24 февраля 2022 года не могло пройти незаметно. Можно долго игнорировать политику, но нельзя игнорировать реальность в виде разрушенных городов. Российская команда Team Spirit официально стала сербской. Другой легендарный российский коллектив Virtus.pro теперь армянский. Но некоторых не уберегло от санкций даже переименование команды. Одни спонсоры ушли, другие остались. Одни студии ушли, другие сохранили возможность для показа. Менеджеры оградили киберспортсменов от необходимости публично высказываться о войне. Костяк Team Spirit сохранился, тем самым ясно обозначив позицию. Отряд остался отрядом. Вообще топовые команды все еще полны игроков из СНГ, а киберспортивное сообщество до сих пор остается наднациональным и позволяет на несколько дней турнира забыть, что отношения стран на десятилетия отравлены ядом войны. Мемов про радующийся Таганрог и веселых кифок стало меньше. Но их все еще много. Многие российские сотрудники киберспортивных организаций в прошлом году тоже эмигрировали и ушли в профессиональный эскапизм. А легендарный комментатор Вилат теперь не хочет иметь с Россией ничего общего. Попытки отменять компании, которые не отменяют россиян, делу не помогают. Попытки работать на украинском только для украинцев снижают просмотры у всех. Попытки отменить игроков Team Spirit не привели вообще ни к чему. В целом, санкционный удар оказался серьезным, но киберспорт с ним явно справляется. Не только глобальному спорту, но и мировому сообществу есть чему поучиться у киберспорта, который использовал безграничный интернет наилучшим образом. Мы все, и геймерское сообщество в частности, уже привыкли к новым условиям, но важно себе напоминать, что сегодняшняя ситуация ненормальна. Что в нормальной ситуации борьба света и тьмы должна оставаться в доте. В нормальной ситуации, которая была до войны, игровая индустрия работает над качеством показа, раскруткой игроков и медийным продвижением турниров, а не над отменой недавних партнеров. В нормальной ситуации Национальная федерация поддерживает своих лидеров и гордится ими, а не наказывает за то, что не бросили друзей с другим цветом паспорта. В нормальной ситуации культовый комментатор продолжает комментировать для тех людей, которые слушают его на протяжении 15 лет. В нормальной ситуации мир должен быть разделен только языками, а языки можно выучить. В сегодняшнюю ненормальность нас погрузил Путин и развязанная им безумная война.
Конечно, пути назад у этого нет, и никакой нормальности у нас, конечно, долго еще не будет. Но как-то жить дальше нам придется. Киберспорт и киберспортсмены показывают тут пример. С победой, Team Spirit! До завтра! Приглашаем вас на живые выступления Максима Каца. Вы сможете увидеть закулисную жизнь канала и запись ежедневного ролика, а во время общения с залом сможете задать свой вопрос Максиму. Лимассол, Амстердам, Вена, Тель-Авив, Цюрих, Париж, Рига и Милан. Билеты на сайте maximkatz.com.